Кросчейн проект XLR продолжает постепенное развитие. Одно из самых ярких событий, связанных с ним, это обновление официального сайта. Теперь даже логотип XLR выглядит иначе. Буква X на нем символизирует несколько соединенных между собой блокчейнов. Новая символика отлично передает суть проекта и отражает его миссию – быть связующим звеном между различными цепочками данных. На сайте также появилась информация в свободном доступе, охватывающая все важные аспекты взаимодействия с платформой. Это сведения о разработке, развитии экосистемы и доступных пользователям способах взаимодействия с протоколом. Взглянуть на обновленный сайт можно по ссылочкам в описании. Разработчики ролевой игры Eldarune сообщили об интеграции с XLR. Такое решение было принято на фоне рисков, возникших из-за низкой степени безопасности протоколов, которые разработчики использовали на начальных этапах работы над игрой. Игроки могли потерять свои средства из-за слабой защиты, что команда Eldarune считает неприемлемым. Разработчики также заявили, что хотят видеть среди игроков людей, которые выбирают самые разные блокчейны. И их предпочтения не должны быть помехой на пути к интересному досугу и заработку в процессе игры. С помощью XLR разработчики планируют решить проблему межсетевого взаимодействия. Следующее важное заявление сделали разработчики StellaSwap. Они рассказали в своем блоге о начале партнерства с XLR, которое поможет внедрить в сеть Moonbeam межсетевые приложения. Благодаря этой интеграции пользователи Moonbeam получат возможность без всяких препятствий взаимодействовать с другими сетями блокчейнов. Разработчики рассказали, что партнерство с XLR имеет три важнейших направления. Первое – построение развитой межсетевой инфраструктуры. Второе – запуск метапула AX-USDC. И третье – интеграция с мостом XLR. В конце июля разработчики XLR провели онлайн-трансляцию, на которой рассказали, как получить переводы из любого кошелька. Они сообщили, что XLR SDK создает одноразовые депозитные адреса, благодаря чему становится возможным перевод любых токенов без задействования централизованных бирж, и продемонстрировали работу простого алгоритма, которым можно воспользоваться для перевода активов. Пользователи могут посмотреть в записи видео с инженерами XLR Каном Трином и Джексоном Вирго, чтобы научиться переводить средства с помощью новой технологии. В еще одном видео разработчики поведали историю нового дизайна и рассказали о Vector DAO. Это коллектив дизайнеров, работавших с такими проектами как Coinbase и Uniswap. Именно он занимался разработкой нового запоминающегося логотипа для кросчейн проекта. Еще одно упоминание XLR было замечено в твиттере проекта Osmosis. Его разработчики рассказали, что расширяют свою сеть ликвидности. Все началось с Cosmos, затем был Ethereum, а в данный момент команда работает над интеграцией с Polkadot. Благодаря интеграции с помощью XLR в Moonbeam Network пользователи Osmosis смогут торговать DOT и другими активами экосистемы Polkadot, не прибегая к услугам централизованных бирж. Разработчики отмечают, что Polkadot и Osmosis не стоит рассматривать только как конкурентов. Они нацелены на интеграцию с самыми разными проектами и видят в ней массу новых возможностей. Проект также был упомянут в твиттере Moonbeam, где авторы поста более подробно рассказали о том, почему связь между Osmosis и Polkadot так важна для криптосообщества. Не менее важная новость была опубликована в блоге XLR Network 26 июля. Разработчики рассказали, что BNB Chain успешно присоединился к сети. Теперь члены его команды могут создавать функции для всего Web3 через API. При этом XLR обещает обеспечить максимально безопасную инфраструктуру межсетевой связи. Разработчики XLR продолжают рассказывать о ключевых алгоритмах в работе их проекта. К примеру, недавно в Твиттере появилась серия постов, посвященных двум типам межсетевых коммуникаций – Point-to-Point и Hub and Spoke. Разработчики рассказали, почему первый вариант наиболее безопасен, удобен и жизнеспособен, обеспечивает высокую ликвидность и не боится внешних угроз. Они также поделились ссылками на несколько интересных источников информации и опубликовали в блоге пост, который содержит еще больше подробностей. Хочется верить,
что в следующем месяце пользователей ждет еще больше обновлений и упоминаний проекта в Twitter в связи с важными для него и его команды событиями.